Gurudev opened a door that I want to continue to walk through a little bit before I transition into this pastime. И Гурудев приоткрыл немного ту дверь, по которой я хотел бы пройти и поведать вам дальше эту историю. We're here because this is the Kartik Parikrama program. Мы находимся с вами здесь, потому что сейчас Картика, Парикрамы. And sometimes we forget that it's named after the month that we're observing, Kartik. И иногда мы забываем, что название этого месяца происходит от того, что есть название Картика. Что значит Картика? For most devotees in other parts of the world that are not here in Vrindavan, going around to different places every day, all kinds of vows and strict penances and austerities are performed and executed. И на самом деле в этот месяц все преданные во всем мире совершают огромное количество дополнительных врат, аскез в течение этого месяца. But there are 5 main activities that are given by the Goswamis that one should observe during Kartik. 5 prominent activities to observe. Но Госвами из множества обетов и врат они выделили 5 основных действий, которых благоприятно совершать во время Картики. Increase our hearing. Это увеличить наше слушание. Check. Проверьте. Increase our chanting. Увеличить наше воспевание. Check. Offer lamps. Предлагать лампады. Check. Worship Damodar. Поклоняться Дамодаре. And the last one is to fast. И поститься. Now, that fasting is different for each individual. И пост может различаться в зависимости от личности. But the concept is that during the month of Kartik, we restrict our food intake, we restrict how we take food in and what we take in. Но основное правило для поста это то, что вы уменьшаете количество приема еды, либо же качество еды, либо же то, как вы ее принимаете. So the points that Srila Gurudev has made are very, very, very practical. И то, о чем сейчас говорил нам Шрила Гурудев, это очень-очень практично. So aside from him being the spiritual master of the lion's share of devotees here, кроме того, что он является духовным учителем большого количества народа, которые присутствуют здесь, and that in and of itself being sufficient for you to follow those instructions, если вы его ученики, то это в любом случае благоприятно для вас следовать тому, что он сказал. getting the benefit of executing a Kartik Vrata in Vrindavan during Kartik gives you the benefit as well. Вы будете, с одной стороны, следовать наставлениям Шрилы Гурудева, и также одновременно с этим это поможет вам совершать, следовать всем тем обетам, которые вы дадите во время Картики. Actually, not only the benefit, 1,000 times the benefit. В 1000 раз больше блага от совершения своих обетов именно здесь, на Картику. So like he says, when you see that tasty looking pakora or that nice little ice cream bar, just remember, if I don't do it, I get 1,000 times benefit for not doing it. And I please Srila Gurudev. И поэтому, когда вы увидите эту замечательно манящую вкусную покору, вы подумайте, что не съев ее, вы получите 1000 раз больше блага, чем съев ее, и также вы удовлетворите своего Шрилу Гурудева. All right, so let's dive into the nectar of the pastimes here at Kamyavan a little more. Хорошо, давайте теперь поглубже нырнем в лилы, которые произошли в Камьяване. I have a question for all of you. Raise your hands if you answer this. И у меня есть определенный вопрос, пожалуйста, поднимите руку, если захотите ответить. Before today, how many of you knew that this was the place where Yudhishthir had the exchange of questions? До сегодняшнего дня кто из вас знал, что именно в Камьяване Юдхиштхира задавал вопрос Ямарадж? How many of you knew that took place here in Kamyavan? Кто знал, что это произошло в Камьяване? Поднимите руку. How many did not? А кто не знал, что это произошло в Камьяване? So most of us didn't realize that this prominent pastime that we're all very familiar with took place here, right in Vrindavan. И многие из нас не подозревали, что именно эта лила, которую мы все достаточно хорошо знаем, проходила именно здесь, во Вриндаване. As we were driving in our caravan of cars and buses, you'd ask directions, and the locals like, okay, well, which kun? There's so many kuns. Which one do you want to go to? There's 2 or 3, 4. Which one you want? И когда мы подъезжали сюда, в нашем караване автобусов и машин, мы останавливались и спрашивали у местных жителей, куда нам проехать.
Встречный вопрос. А куда и в какую именно кунджу вы хотите проехать? Здесь их множество. So one of the kunds in this area is called Dharma Kund. И одна из кунд в этой местности называется Дхарма кунд. Now we all know the 5 Pandava brothers И мы все знаем 5 братьев пандав. of Yudhishthir, Юдхишthir, Arjuna, then Bhima, then Nakula, then Sahadev. So these 5, they were pretty much inseparable, especially when they were incognito or going out into the forest or any of these activities. They were always very close with each other. И братья Пандавы, они были всегда рядом с друг другом. И куда бы они ни выходили, они старались держаться вместе. So one day, 4 of the brothers, that would be Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadev, decided they would go out for a walk into the forest, and Yudhishthir didn't feel like going that day for some particular reason. И 4 из них отправились прогуляться в лес, а Юдхиштхира остался. So they went out walking in this Kamyavan area, and as happens when you hike for a fair amount of time, you become a little thirsty. И они отправились бродить по лесу, и, как правило, в то время, когда вы гуляете, вас начинает мучить жажда. Okay, this is going to be a challenge. Сейчас у нас трудности возникли. All right. It means you have to be that much more attentive. Это значит, что вы должны еще быть более внимательными. So the boys became a little thirsty, and they came upon a kund, which was called Dharma Kund. И молодые люди, они испытывали жажду, они подошли к озеру Дharma-кунде. So they first Bhima, he went to drink water, И сначала Бхима подошел к воде для того, чтобы попить ее. and a voice from the sky said, "Stop! И голос с небес сказал: «Остановись! Before you can take this water from my kund, you must answer my questions." До того, как ты запьешь воды из моего озера, ты должен ответить мне на один вопрос». Now we know Bhima's pretty powerful and, strong guy. И мы знаем, что Бхима, он достаточно сильный, такой развитый молодой человек. So he's thinking, I am on Bhima. I just want a glass of water here, a little hand, not even a glass, just a palm full of water. I don't have to listen to you. И Бима сказала: «Вообще я Бима, ты вообще меня знаешь, я не хочу отвечать на вопросы, хочу просто воды попить. Мне даже не нужен, я из ладошки попью». So he took the palm full of water, И он из ладошки попил воды fell over dead. и упал замертво. Arjuna came, he went to the lake, and he saw, there's my brother Bhima, he's dead. But he was also overcome with thirst, and he went to take water first before he investigated. И после этого Арджуна подошел и увидел своего брата Бхиму, лежащим около озера. Но в тот момент он тоже испытал очень сильную жажду, и он попытался попить. And as he knelt at the lake and put his hands into the kund, И в то время, как он подошел к кунде и ладошкой зачерпнул немного воды, the voice again came from the sky. опять раздался голос: "Stop! «Остановись! Before you can drink this water from my kund, you must answer my questions." Перед тем, как выпить воды из моего озера, ты должен ответить мне на вопрос». Uncharacteristically for Arjuna, he also just blew off the voice. И, зная качество Арджуны, он тоже проигнорировал этот голос. Took a palm full of water. И он попил воды, He also fell over dead. и тоже замертво упал. Got 2 out of the 5 Pandavas are no longer there. И уже 2 из 5 пандавов погибли. Sahadev then comes next. И затем подходит Сахадев. The same scenario repeats itself. He goes to take a drink. He's told to stop. He takes it anyway. И все то же самое происходит. Он пытается попить, голос предупреждает его, он игнорирует его и пьет воду, и также умирает. And finally, the 5th of the Pandavas, Nakula, comes also. The same exact scenario. Sees that his brothers have fallen dead, goes to take a drink of water, is told to stop, takes the drink anyway, and also. И то же самое происходит. Он видит своих братьев, которые лежат замертво, он испытывает жажду, пьет воду, ждает его, и он падает замертво. Now, after some time, the 4 brothers have not returned to the house, so Yudhishthir, he's the oldest, he's kind of looking out for the rest of them. He becomes a little concerned.
И таким образом 4 из 5 братьев не возвращаются домой. И естественным образом Юдхиштира начинает волноваться и думать, где же они. So he goes out in search of his brothers. Where are they? Why haven't they come back? И он идет на поиски своих братьев, пытаясь выяснить, почему они не вернулись. And he sees that there's all 4 of my brothers lying side by side next to this kund. What possibly could have happened to them? They're the Pandava brothers. И затем он подходит к этому озеру и видит на берегу этого озера 4 из его братьев, лежащими замертво. Что могло случиться? So as he is pondering this question, the celestial voice again comes from the sky. И после того, как он задается этим вопросом, божественный голос свыше опять проявляется. I own this kund, Я владею этим озером. and your brothers tried to drink from this kund without following my requests. А твои братья попытались испить из моего озера, не следуя моей просьбе. I told them to first answer my question, then they could take water, but they did not obey, so they have died. Я попросил их сначала ответить на мои вопросы, после этого испить, а они этого не сделали, поэтому погибли. This is the suitable reaction for one who steals the property of another. Это подобающая реакция для того, кто ворует имущество другого. But you, Yudhishthira, you're the older, wiser brother. Но ты, Юдхиштира, являешься старшим братом и более мудрым. So I will ask you the questions, and if you answer them, I will revive your brothers. Таким образом, я задам тебе вопросы. Если ты ответишь на них, я возражу всех остальных. So 100 questions. И начались вопросы. Now Gurudev did say we'll sit here all day, right? Гурудев же вас предупреждал, что мы на целый день здесь остаемся. Someone want to keep count? Кто хочет продолжать считать, сколько времени мы тут будем? There are 10 that are very important, so I've taken those 10 instead of the entire 100. И я не буду рассказывать про 100 вопросов, которые он задавал. Я остановлюсь только на 10. You can go to the Mahabharata on your own and read the 100 questions. They're listed there. И вы можете, в свою очередь, когда заходите, вернуться к Махабхарате и перечитать все те 100 вопросов, которые он задал. So the first question that Yudhishthira is asked, И первый вопрос, который задали: who makes the sun rise and ascend into the skies? и кто заставляет солнце восходить и находиться на небе? Who moves around the sun? Кто движется вокруг солнца? Who makes the sun to set on the horizon? И кто заставляет солнце садиться? What is the true nature of the sun? Какова истинная природа солнца? And where is the sun established? И где оно находится? Now, if I would take and count, I'd say that's like about 6 questions right there. И если быть правдивым, то можно сказать, что один вопрос подразумевает 6 вопросов. But because they all deal with the topic of the sun, the voice from the sky was able to present them as one question. Но так как все эти вопросы касались вопроса про солнце, голос с неба счел, что это лишь один вопрос. And besides, if somebody's got your brother's lives in their hands, you're not likely to argue fine points of topics with them. И, например, если в руках кого-то жизнь братьев, то, наверное, ты не будешь с ним спорить. So Yudhishthira gives the answer. Таким образом, Юдхиштира давал ответы. Brahma makes the sun rise and ascend into the sky. Брахма заставляет солнце восходить и находиться в небе. The collection of gods circumambulate the sun. И боги как бы Dharma, обходят солнце. Dharma, our truthfulness, causes the sun to set. И дхарма, то есть правдивость, заставляет солнце садиться. Therefore, truth is actually the sun, Таким образом, правдивость и есть солнце. and the sun is established only by truth. И солнце можно определить правдивостью. So, the satisfaction was given, so the next question is asked. И так как ответы были удовлетворительными, задался следующий вопрос. What instills divinity in a Kshatriya? Что определяет божественность в кшатрии? What is the quality of virtuosity in a Kshatriya?
Что является благочестием в кшатрии? What is the human-like quality of a Kshatriya? И в чем человеческое качество кшатрия? And what is the conduct that is akin to non-virtuosity in the person of a Kshatriya? И что неблагоприятного, неблагочестивого кшатрии? So Arjuna gives the following answers. И Арджуна следующим образом отвечает. The divinity of a Kshatriya is the art of archery. И божественное в кшатре — это его способность владеть оружием. The offering of oblations is the quality of virtuosity found in a Kshatriya. Offering of oblations, the making of offerings. И подношение, которое производит кшатри, это является... Is the quality virtuous. Это то благочестие, которое есть в кшатре. The only human-like quality found in a Kshatriya is fear. И человеческое качество, присутствующее в кшатре, это страх. And abandoning people who are under the protection of a Kshatriya is the non-virtuous activity that he can perform. Abandoning those who are under his protection, that's not a virtuous quality. И то, что он может не всегда защитить тех, кто предан ему, это не благочестивое качество кшатры. All right, the answers are satisfactory. He moves on to the next question. И он задает следующий вопрос. What is that thing which is like a mantra in the performance of a yagna? И что является мантрой в совершении яги? Who is the performer of rites and ceremonies during the yagna? И кто совершает церемонии и ритуалы во время яги? Who accepts the offerings and oblations of the yagna? И кто принимает принимает подношения этой яги? And what is that which even the performance of a yagna cannot transgress? И transgress, overcome. Yeah. So, what? All four of them, or just the last one? The last one. What is that which even the performance of a yagna cannot overcome? И что не может преодолеть совершение яги? So Yudhishthira thought and gave the following answers. И Юдхиштира ответил следующим образом. Breath is to be taken like a mantra in the performance of a yagna. Дыхание — это как мантра в произведении яги. Mind is the one that performs all the rites and activities of the yagna. Ум — это тот, кто правильно проводит всю ягью. Only the slokas accept the oblations of the yagna. И шлоки принимают подношение этой яги. And the yagna cannot be surpassed by the rishis, by the sages. The transgression of it cannot be, you can't transgress that. You can't surpass the potency of a yagna except the rishis. Никто не может преодолеть ягью, последствия этой яги, кроме как мудрецы риши. Again, the answers were satisfactory. И эти вопросы удовлетворили его. The next question. И следующие вопросы. What is heavier than the earth? Что тяжелее, чем земля? Higher than the heavens? Выше, чем райские планеты? Faster than the wind? Быстрее, чем ветер? And more numerous than straws? И бесчисленно, более бесконечен в числах, чем Grass. трава. Yudhishthira had no problem answering this one. И у Юдхиштира не было проблем, чтобы ответить на эти вопросы. One's own mother is heavier than the earth. Собственная мать, она тяжелее, чем земля. One's own father is higher than the heavens. И собственный отец, он выше, чем рай. The mind is faster than the wind. И наш ум, он быстрее ветра. And only our worries are more numerous than the blades of grass. И наши страдания только больше по численности, чем трава.
That's a good one to remember. I see some of you writing it down. That's one you want to remember. Это хороший ответ, это наверняка захочется записать. So the next question. И следующий вопрос. Who is the friend of the traveler? Кто является другом путешественника? Who is the friend of one who is ill and dying? Является другом того, кто болен и умирает. Yudhishthir thought for a moment. The friend of the traveler is his companion. И друг того, кто путешествует, это его как бы напарник, с кем он путешествует. You need look no further than Indradumna Swami and Bhattahari for that answer. И как бы иллюстрацией этого является Бадахари Прабhu и Шрила Гурудев. The physician is the friend of one who is sick, and the dying man's friend is charity. И доктор это друг того, кто болен, The dying man is charity. а друг умирающего человека это его способность жертвовать. The next question. What is that which, when it is renounced, makes one lovable? Lovable. What is it when you renounce it, it makes you lovable? То, что ты когда ты что-то отвергаешь, что, когда вы отвергаете, заставляет вас, делает вас любящим. To be fair, she usually gets to look at these before we do this. Обычно я смотрю перед тем, как... I didn't hardly get to look at them before I did it. Okay, so what is it when it's renounced makes one lovable? And what is it which, if it is renounced, makes one happy and healthy? И что заставляет, в момент отречения, доставляет радость и здоровье? Actually, it's happy and wealthy. Радость и богатство. So what is it that we can renounce that will make us loved by all? Yudhishthira gave a very good answer. Что, когда мы, отказавшись от чего, что нас делает счастливым и богатым? Our pride. Наша гордость. Our pride. Когда мы отказываемся от гордости, By renouncing our desire, we become wealthy. когда мы отказываемся от наших желаний, мы становимся богатым. And by renouncing avarice or bad attitudes towards others, we become happy. А когда мы отказываемся от плохого отношения к другим людям, мы становимся счастливыми. That's also a good one. Это тоже очень хорошо запомнить. You become loved by others if you give up your pride. Вас будут любить другие, если вы откажетесь от своей гордости. You become wealthy if you give up your desire to attain things. И вы будете богатым, если вы откажетесь от своего желания обладать вещами. And you become happy if you stop finding fault in others. И вы будете счастливым, если вы прекратите искать какие-то недостатки в других. Next question. И еще вопрос. What enemy is invincible? И какого врага нельзя победить? What is an incurable disease? Какую болезнь нельзя вылечить? And what sort of man is noble? И кто является благородным человеком? And what sort of man is not noble? И кто не является благородным? Yudhishthira was very quick to answer this question as well. И Юдхишthира очень быстро ответил и на этот вопрос. Anger is the invincible enemy of everyone. Злость является непреодолимым врагом всех. Covetousness is the disease that cannot be cured. Covetousness, to intensely desire to anchor. Covetousness, to intensely desire something, to anchor for it, to put it above all else. Страстное желание. It's a disease that cannot be cured. Страстное желание – это та болезнь, которую нельзя излечить. And that person is noble who considers the well-being of all living entities. И благороден тот человек, который заботится о благе всех живых существ. And that person is not noble who has no mercy on others. И тот человек не является благородным, кто не заботится ни о ком. When we think of someone who has the well-being of all living entities, can we not think of Srila Prabhupada? I mean, so much difficulty. He was living here in this wonderful place and left it all just for our benefit.
И когда мы думаем о благородном человеке, который заботится о всех живых существах, очень легко можно подумать о Шриле Прабхупаде, который находился здесь, в Шри Вриндаван-дхаме, замечательной обители, и оставил ее для блага всех нас. Next, Yudhishthira was asked, who is truly happy? И затем Юдхиштиру спросили, а кто по-настоящему счастлив? Who is truly happy? Кто по-настоящему счастлив? Which of us here feels they're truly happy? Кто из нас чувствует, что он по-настоящему счастлив? Really? Who? Really? Only just like 3 or 4 of you really feel that you're truly happy? Правда? 3-4 из вас думаете, что вы очень счастливы? You're in the lap of Vrindavan in the association of the most exalted Vaishnavas, chanting the holy names of the Lord. Of course you're happy. Вы находитесь в Шри Вриндаван-дхаме, в обители, в обществе преданных, воспевая. Вы должны быть счастливы. But Yudhishthira gave a different answer. Юдхиштира дал совершенно другой ответ. One is happy who has no debts. Счастлив тот, у кого нет долгов. Not only financial, but debts and obligations to anyone. Не только долгов финансовых, но и также обязательств перед кем-то. So this is the top 10. Everybody's got a top 10 list, you know, top 10 this, top 10 that. So this is the top 10 questions. Это было 10 основных вопросов. And this 10th one is one that, as Gurudev said earlier, Srila Prabhupada referred to many times in his lectures. И 10-й ответ, который дал Юдхиштира, это тот, о котором говорил Шрила Гурудев, и к которому очень часто ссылался Шрила Прабхупада в своих лекциях. What is the most amazing and wondrous thing? Что является самой удивительной вещью на земле? Yudhishthira gave a very appropriate answer, which Srila Prabhupada liked to repeat many times in his lectures. И Юдхиштира дал очень удивительный ответ, который очень правилен, и который очень часто цитировал Шрила Прабхупада. It's worded different ways according to the particular translation. И есть разные переводы данного ответа. Day after day, countless people die. День за днем бесконечное количество людей умирают. Yet those who are living wish that they would live forever. Но те, кто остается в живых, желают жить вечно. Is there anything that can be a greater wonder than that? Может ли быть что-то более удивительное, чем это? This was the answer that the personality of this voice, which we'll soon find out, was actually looking for. Именно ответ на этот вопрос искала та личность, которая задавала эти вопросы. This was the big prize. И это был как выигрышный ответ. It's like the big bell went off. You won the big prize, and the bells ring, and the trumpets blare, and you're the winner. You got it all. Это как ответ, как победа, когда стучат колокола, вас поздравляют. Это правильный ответ. So in this way, Yudhishthira finally gets what? He gets to get a drink of water? И что благодаря этому, какой приз получает Юдхиштира? Выпить воды? All of this for a palm full of water? Это все было сделано, ответы на эти вопросы получены только чтобы воду попить? No, you have to remember that Yudhishthira had a better deal with the voice. Но нет, вы должны помнить о том, что призом за ответы на эти вопросы было не просто попить воды. That his 4 brothers would come back to life. Призом за ответы на эти вопросы было то, что 4 из его любимых братьев вернутся назад к жизни. So as the 5 Pandavas are standing there together on the banks of Dharmakund, И в то время уже 5 пандавов стояли на берегу реки этого озера. the voice reveals to them who he really is. Этот голос с неба, он проявил, кто он есть на самом деле, свою личность открыл. It is none other than the Lord of Dharma, Yamaraj himself. Он являлся Господом Дхармы, самим Ямараджи. And Yudhishthira, of course, is Yamaraj's son. И мы знаем, что Юдхиштира является сыном Ямараджи. So Yamaraj is so pleased with the cooperative, agreeable nature of Yudhishthira's approach to this that he gives blessings to them. И таким образом Ямарадж, он был очень доволен умонастроением Юдхиштиры, и он дал ему свои благословления. Said, since you have agreed to the laws of Dharma, Dharma will always protect you 5 brothers.
Так как у тебя есть стремление следовать дхарме, дхарма всегда защитит вас, о 5 братьев. Since you had agreed to the laws of Dharma, Dharma will always protect you. Если у вас есть стремление к дхарме, и если вы любите дхарму, то дхарма обязательно защитит вас. And then he gave an additional blessing which would be particularly useful to them. И также он дал дополнительное благословение, которое в будущем будет очень важно для них. During the period which they were to be incognito in hiding for 14 years, no one would be able to recognize them. Когда они были в изгнании, никто не мог, и они были инкогнито, никто не мог узнать, кто они. Because you may remember during that famous chess match, and when they lost and everything was done and they were banished into the forest, that the condition was not only are you banished for 14 years, but if anybody recognizes you, 14 more. Для того, чтобы получить какие-то рекомендации, наставления по поводу своей духовной практики. But because he serves the dual purpose as a Mahajan, his instructions, his direction are very beneficial to the living entities. Но так как он является одним из махаджанов, при этом являясь богом смерти, то его наставления, они очень помогают преданным. So our acharyas, they give us a little bit of guidance. They say that there are actually 3 things that we can go to Yamaraj and ask for. И наши ачарьи, они говорят, что на самом деле существует 3 вещи, о которых мы можем спросить и просить Ямараджа. Because he is a Mahajan, he's capable and interested in giving us these 3 things. А так как он является махаджаном и хочет нам дать эти благословления. So you want to know what those 3 are? Хотите узнать о них? Got your pens and papers ready? Приготовьте листочек, ручку записать. The first one is that we can ask him for good sadhana. Во-первых, мы можем попросить его о хорошей садхане. Isn't this what we all desire? I mean, we all have our standard of devotional service that we're executing, but couldn't it be a little bit better? И мы все же этого хотим, правильно? Каждый из нас совершает определенные ритуалы в течение дня, но, возможно, это можно улучшить. Couldn't I read just a little bit more? Может быть, можно чуть лучше все это делать? Couldn't I chant my japa just a little bit better? Может быть, воспевать круги немножко лучше? Couldn't I be a little bit more attentive to only eating Krishna prasadam? И, может быть, быть более внимательным к тому, чтобы принимать только Кришна прасад. Couldn't I make more of an effort not to fault find and criticize others? Например, быть более внимательным в том, чтобы не находить недостатков и критиковать кого-то. These are all practices of our sadhana that we can ask Yamaraj, please help me develop these. Это все части нашей садханы, поэтому мы можем обратиться с просьбой к Ямараджу для того, чтобы развить их. The second thing we can ask Yamaraj И for, второе, о чем мы можем спросить Ямараджа, cleanliness, это чистота. inside and outside. Внутренняя и внешняя. Outside, of course, we take prasadam, we wash our hands. Например, внешне это мы приняли прасад, омыли руки. It's funny, I was just giving a class in Alachua to the children's school. И интересно то, что я не так давно давала лекцию в детской школе в Алаче. I go there weekly and speak about the Vaishnavacharyas to the different grade levels of kids. И я туда каждую неделю прихожу для того, чтобы рассказывать про вайшнавских ачарьев для разного возраста детишек. And I was talking about Madhvacharya last week. И на прошлой неделе я рассказывала про Мадхавачарью. And how during the time of Madhvacharya, it was the latter part of the Middle Ages in Europe. И в то время как приходил Мадхавачарья на эту землю, это были средние века. And the one thing that we have from the Middle Ages is the Black Plague. И в то время как раз на Западе была чума. And this comes about primarily because of the lack of cleanliness that existed at that time. Потому что в то время были очень низкие стандарты чистоты. So in each of the grade levels, from the little 5-year-olds up to the 15-year-olds, I asked the following question. И я задал один и тот же вопрос разным детям, им было от 5 до 15. Which of you had a shower or a bath this morning? Кто из вас принял душ утром? Every single one of the kids raised their hand. И каждый ребенок поднял руку. I said, which of you had a shower or a bath yesterday morning? Я спросила, кто из вас вчера утром принимал душ? And at all the grade levels, every single kid raised their hand. И все подняли руки вверх. I said, and which of you will have a shower or bath tomorrow morning?
И я спросила, а кто завтра утром будет принимать душ? And they all raised their hands. Все подняли руки. And then I told them, I said, the thing is that in the Middle Ages in Europe, they bathed, once every 2 weeks, once a month maybe. И я сказала им, что, представляете, в Европе в средние века люди мылись, возможно, раз в неделю, раз в месяц даже. And they all had the same reaction. И у всех у них была одна и та же реакция. Ugh! That was it. They considered it just to be a horrible thing. И они все подумали, что жутко все это просто. Srila Prabhupada, if he would drink water, he would rinse his hands and mouth. И Шрила Прабхупада, он, например, если принимал даже воду, он после этого омывал свой рот и руки. So cleanliness outside И чистота вне, and cleanliness inside by being very thoughtful of what we're thinking and where our mind is dragging our consciousness. и чистота внутри, это чистота нашего ума, и внимательное понимание того, куда он нас ведет и что он делает. And the final thing that as sadhaka is encouraged to ask from Yamaraj И еще что садака может спрашивать у Ямараджа, is for the ability to control our senses, especially at the time of temptation. способность контролировать свои чувства в момент того, как мы испытываем, нас соблазняют. So in this way we can be very, very thoughtful of these 3 points, and these are things that can help us in our devotional life. And this is part of the whole pastime that took place here in Kamyavan at Dharmakund. И именно на эти основные аспекты мы можем медитировать, потому что они будут помогать нам в духовной практике. И именно эта часть лилы произошла здесь, в Камьяване. Are we going to this well that mentions those? No. All right. Okay. All right. So we'll finish there. И мы Thank you very much. на этом закончим. Спасибо большое. And we can try and remember these things as we have our prasadam, how to be clean after we have our prasadam. И постарайтесь вспомнить об этих вещах, когда мы будем принимать прасад, особенно после того, как мы его примем. Okay. So that means that we want to leave the place very neat after you're finished. И это значит, что мы попытаемся оставить это место очень чистым после того, как мы отсюда уйдем. Don't leave a mess. Ничего тут не оставляйте, хорошо? We're Грязь. Vaishnavas. We have a reputation to take care of. Вы же вайшнавы, у нас есть репутация, о которой нужно будет позаботиться. Thank you for your tolerance, Спасибо за ваше терпение, your time, за время. and I pray you give me your blessings. И благословите меня, пожалуйста. Молюсь вам об этом. Hare Krishna, I have some announcements for the devotees. Есть небольшое объявление для преданных. There are some devotees who couldn't come